I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим еще одни наушники от компании Littlecell стоимостью $109. И приходят эти наушники в довольно небольшой по габаритам коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь изображены целых 3 вайфу, в левом верхнем углу здесь есть логотип компании, а также здесь указано название этой новой модели Shark. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает целых 3 динамических драйвера. Чувствительность составляет 105 дБ, и они получили сопротивление 16 Ом. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники не сильно тяжелые, поэтому любые современные ЦАП-усилители справляются с ними без проблем. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Инструкция по использованию наушников. Небольшой фирменный кейс. Значок с вайфу, акриловая подставка с вайфу, кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек, ну и набор силиконовых амбушюр. Наушники довольно небольшие, выполнены полностью из черной смолы, а лицевая панель здесь имеет очень красивое оформление с кучей переливающихся на свету кристаллов, что смотрится прям очень круто. Да и логотип компании Littlecell прям идеально сюда вписался. Ну а здесь у них уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом находится единственное отверстие для компенсации, которое свою функцию выполняет очень хорошо. Поэтому при использовании этих наушников совершенно не возникает эффекта вакуума и драйвер флекса. Но звуковод этих наушников не слишком длинный и не очень короткий. Как по мне, он здесь просто оптимальный. Выполнен из металла, имеет диаметр 6 мм, и он получил защитную сеточку и четко выделенный бортик для более лучшей фиксации амбушюр. Ну и сидят в ушах эти наушники просто идеально, никакого дискомфорта даже при длительном использовании. Они очень глубоко и плотно фиксируются в ухе, обеспечивая отличную звукоизоляцию, и при этом ничего не давит и не мешает. Анатомическая форма у них продумана буквально до мелочей, поэтому лично у меня не возникает ни малейшего желания поскорее их снять. Ну серьезно, друзья, тут все сделано настолько грамотно, что о каких-то там неудобствах просто не может идти и речи. А приобрести трехдрайверные динамические наушники Littlecell Shark вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники Littlecell Shark. Вот так выглядит график частотной характеристики. Эти наушники имеют усиление низких частот на 7 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины почти идеально соответствует моему таргету, что меня очень радует. Поэтому лично для меня эти наушники не звучат излишне энергично и утомительно в этом диапазоне. Да и высокие частоты, как по мне, тут очень даже хороши. Они достаточно продолжительные и лишь плавно затухают уже после 15 кГц, что является очень хорошим результатом. Ну а теперь давайте разберем звучание этих наушников более подробно. Эти наушники предлагают нам очень уверенные низкие частоты, которые приятно ощущаются, но не перегружают общее восприятие. Бас плотный, текстурированный, с хорошей прозрачностью и теплой тональностью. Он не пытается здесь быть излишне доминирующим, но остается достаточно выраженным, чтобы добавить необходимое ощущение вот этой мощности и глубины и создать уже нужный и основательный фундамент в этом диапазоне. И первое, что сразу чувствуется при прослушивании, это отличная плотность баса. По восприятию он совершенно не рыхлый, не ватный, а именно собранный, увесистый, с четкой формой удара. При этом мне нравится, что у него здесь нету цели как бы излишне забрать все внимание на себя, как уже в более басхедных наушниках, а наоборот, он просто здесь грамотно создает необходимый объем и тепло, и прошу заметить, делает это крайне сдержанно и интеллигентно. Сабас в этих наушниках также имеет достаточно хорошее такое присутствие, и он реально ощущается, особенно уже в электронных жанрах и каких-то кинематографичных треках и даже джазе, но он точно здесь не доминирует в сравнении с уже реально басхедными наушниками, где сабас уже будет буквально явно сотрясать весь воздух. То в Shark он будет чуть скромнее, не такой глубокий,
глубокий, не такой пышный, но зато очень контролируемый и аккуратно вписанный в микс. Он добавляет хорошего объема в звучании, но не гудит и не уходит в какую-то там размазанность. И как по мне, мидбас это уже буквально главная сила этих наушников, так как он текстурный, четкий, эластичный и отлично работает с ритмическими элементами. Барабаны звучат очень ударно, с мясистой такой атакой и явным откликом, а бас-гитара передается как очень плотная и с выразительным теплом. То есть здесь все звучит вот именно по-взрослому. Нету никакой-то там лишней раздутости, ни сухости, а только плотный, уверенный и хорошо артикулированный чистый бас. И важно отметить, что Litticell Shark не пытается удивлять вас каким-то огромным раздутым количеством низких частот, как это делают уже более явно откровенные басхедные модели. Здесь все сделано со вкусом. Бас подчеркнут, да, но он не груб и совершенно не вторгается в пространство середины. И он не расплывается, не лезет на вокал, а наоборот, он просто отлично поддерживает его, придавая звучанию и голосу телесность и вес. Кроме того, меня удивило то, как Litticell Shark умеет тонко передавать микродинамику в нижнем диапазоне. В треках с живой записью явно слышно, как по-разному ведет себя бас, в зависимости от силы удара или натиска исполнителя. И это как раз таки нам говорит о хорошем разрешении и контроле, что, согласитесь, еще не все наушники смогут вам передать. А вот эти наушники могут и с гордостью нам это демонстрируют. И подводя итог, низкие частоты в Litticell Shark это сбалансированное сочетание массы, контроля и текстуры. Саббас здесь чуть более сдержанный, чем у флагмана Litticell Magiris, но я считаю, что этого полностью хватает для придания хорошего объема и необходимой глубины. То есть бас тут не только дает вес, но и аккуратно и точно работает на музыкальность, делая звучание более телесным, естественным и драйвовым, без какого-то перебора и без компромиссов. Ну а вот среднечастотный диапазон в Litticell Shark это без преувеличения одна из самых сильных и запоминающихся частей в их характере звучания. Он выстроен с четким прицелом на максимальную естественность, комфорт и музыкальность, но при этом вовсе не скатывается в какую-то рыхлость или приглушенность. Все тут звучит очень сбалансированно, сдержанно и аккуратно, с той самой безумно приятной теплотой, которая делает подачу этого диапазона более живой и душевной, но абсолютно ненавязчивой. Тембральная середина в этих наушниках очень теплая и чуть смягченная, но без окрашенности. Здесь нет вот этой, так скажем, искусственной ламповости или чрезмерного сглаживания. Это именно тот тип звучания, который не утомляет и не требует вашего привыкания, особенно при длительном прослушивании. И каждый инструмент в этих наушниках четко получает свое пространство и не выпирает слишком сильно вперед. Все подается цельно, буквально единым и понятным музыкальным потоком. И особое внимание стоит уделить вокалу. И мужской, и женский голос в этих наушниках звучит очень плотно, с хорошей телесностью и плавностью атак, без намека на какую-то тонкость или легкость подачи или какие-то сибилянты. Женские голоса подаются как очень воздушные, но при этом очень теплые, а мужские как очень насыщенные, но не резкие, так как у них есть хорошая контролируемая плавность. И обратите внимание, что вся подача этого диапазона строится на приятной гладкости и нейтральности, и в этом, как по мне, как раз таки ее сила. Здесь нету какой-то вот этой чрезмерно добавленной назойливости и никакого давления на ваш слух, что определенно не может не радовать. Все-таки в этих наушниках не совсем Harman настройка, поэтому вот этот момент здесь очень хорошо контролируется, что лично мне реально нравится. А вот уже инструментальные партии передаются в этих наушниках достаточно естественно и объемно. Акустическая гитара, фортепиано, струнные, все звучит очень чисто и телесно, без каких-то там странных тембров или чрезмерно подчеркнутых переходных процессов. Но при этом здесь есть важный момент, что не размываются все детали, так как различные какие-то мелкие штрихи, там небольшие нюансы в атаке передаются с легким и едва заметным округлением, что дает звучанию особенный вот этот смягченный характер, но не в ущерб разборчивости. И что особенно ценно в этих наушниках, ребята, это моя любимая область верхней середины. Да, это именно тот частотный диапазон, где многие наушники из моего опыта с более выраженной Harman настройкой могут звучать реально куда более резко и агрессивно и сильно утомлять ваш слух, особенно если вы любите слушать наушники на очень большой громкости. И это чаще всего более заметно уже на ударных барабанах, высоких женских голосах и некоторых инструментах в джазе. Но Shark обходятся без этого. Мне нравится, что их верхняя середина контролируется максимально грамотно, не перетягивая все ваше внимание, не создавая напряжения и не провоцируя вот эту самую неприятную
приятную усталость. Эта часть диапазона здесь скорее служит очень точным, связывающим звеном, чем какой-то яркой усиленной акцентной точкой. И подводя итог, средние частоты в Litizell Shark — это воплощение комфортной музыкальной нейтральности, где теплая гладкая подача сочетается с отличной читаемостью и натуральной текстурой. Они не стараются выделиться какой-то резкостью или напором, но именно в своей сдержанной и уравновешенной манере подают все так, что их хочется слушать буквально часами. Да, ребята, это именно тот случай, когда середина звучит как надо, спокойно, убедительно и по-настоящему музыкально. Ну а высокочастотный диапазон в Litizell Shark — это прежде всего воплощение очень утонченного вкуса и зрелого подхода к тюнингу. Здесь нету какой-то яркости, резкости, нету искусственного добавленного блеска, нету ненавязчивой там усиленной супер яркости. Вместо этого, ребята, здесь мы получаем шикарную плавность, точность, музыкальность и комфорт, что особенно радует уже в более долгих сессиях прослушивания. Атака на высоких частотах слегка мягкая, но не размазанная. Перкуссия, тарелки, звонки и детали — все передается с нужным акцентом, но без вот этой добавленной агрессии сибилянтов, как уже в реально более светлых наушниках. Особенно приятно мне, как Shark отрабатывает переходные процессы на верхней, середине и нижней части высоких частот. Это именно то место, где большинство наушников как раз таки начинает излишне проявляться, особенно на женском вокале или ярких инструментах, вроде флейты или скрипки. И вот тут реально этого нет. Контроль выполнен на очень хорошем уровне, нету даже какого-то малейшего намека на утомительную светлость или звенящую колкость, так как этот диапазон здесь просто отлично контролируется. Но безусловно, да, сами по себе высокие частоты здесь немного притемнены, как и в случае с Magirus, но именно в правильном смысле этого слова. То есть они по восприятию не поджаты, не упрощены, а просто чуть слегка приглушены в своей, так скажем, вот этой пиковой энергии, чтобы не перетягивать лишнее внимание и не вызывать вот этого вашего слухового напряжения. И все это создает как раз таки ощущение более взрослого и зрелого звука, где высокие частоты слишком сильно не выпячиваются, а просто очень органично вписываются в общую звуковую картину, сохраняя правильное ощущение воздушности и глубины. Я считаю, отдельно стоит отметить точность локализации в этом диапазоне, так как даже несмотря на вот эту общую сглаженность, Shark отлично передает пространственные образы, атаку тарелок, небольшие какие-то щелчки на фоне, удары по рабочему барабану или даже едва слышимые шумы в электронной музыке, которые ощущаются при этом структурно и без каши. И вот это как раз таки нам говорит о достаточном разрешении и грамотной проработке самого верха. И в итоге высокие частоты в Litizell Shark — это, как по мне, идеальный баланс между комфортом, точностью и музыкальной выразительностью. Они не яркие, не слишком акцентированы, но в них есть буквально все. Очень даже уверенная детализация, плавность, аккуратная атака и воздушность с прозрачностью. Ну а звуковая сцена в Litizell Shark — это просторная, хорошо организованная и сбалансированная акустическая картинка. Эти наушники не создают ощущения какого-то очень замкнутого, закрытого пространства, а наоборот предлагают нам приятное ощущение воздуха между всеми инструментами и звуками, позволяя всему происходящему в музыке четко находить и занимать свое место. И ширина сцены у Litizell Shark — это одна из их сильных сторон. Здесь не возникает ощущения, так скажем, сжимающегося звука, а наоборот, пространство как бы очень нежно раскрывается в сторону, и слушая эти наушники, можно ощущать, как музыка буквально наполняет собой пространство, особенно при прослушивании каких-то более сложных и многослойных треков. И что касается глубины, то здесь Litizell Shark предлагает нам хорошо проработанное ощущение расстояния и всей перспективы. Звук не просто как бы равномерно разливается по пространству, а он именно выстроен буквально по слоям, благодаря чему у вас появляется ощущение, что все звуковые события происходят на разных дистанциях. Инструменты, расположенные ближе, звучат с более выраженной детализацией, а те уже, что подальше, с небольшим пространственным реверберационным эффектом, добавляя ощущение открытости и объема. Но, как по мне, отдельное удовольствие — это локализация и разделение образов. Litizell Shark не просто как бы располагают инструменты в пространстве, они делают это точно и аккуратно, без каких-то наложений лишних и потерь. Вокал, гитары, синтезаторы, реверберации — все максимально четко отделено друг от друга. И в итоге звуковая сцена в Litizell Shark — это удачный компромисс между точностью и музыкальностью. Она не претендует на эффект, так скажем, арены, но дарит вам действительно хорошее ощущение простора, глубины и живости.
справедливости, где каждый инструмент знает четко свое место, а слушатель уже получает полноценное ощущение присутствия внутри композиции. То есть это максимально зрелая и сбалансированная подача, которая отлично поддерживает общий характер всего звучания этих наушников. Аккуратный, уверенный, музыкальный и естественный. Ну а вывод у меня получился таков. Как по мне, Litticell Shark это буквально золотая середина между моделями Litticell Mira и Litticell Magiris. Они идеально подходят для тех людей, которые ценят гармонию, точность и музыкальность во всех диапазонах, без какой-то там яркой окраски и излишней акцентуации на какой-либо из частот. Поэтому Litticell Shark предлагает нам очень комфортное и увлекательное прослушивание, которое приятно звучит в любом музыкальном жанре. И если Mira это были наушники про легкость, ясность и чуть большую аналитичность в области высоких частот, а Magiris это масса, пышность, насыщенность и напор, то Shark выбирает лучшее от обоих. Тепло, баланс, натуральность и комфорт звучания, что просто идеально подходит для прослушивания на каждый день. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!